Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие очередные следки. Следки очень красивые, совершенно бесшовные, подошва цельно вязаная. По мыску я вывязала вот такую вот сову. Очень красиво смотрится, можно по-разному ее оформить. Вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3,5 мм. Прежде чем приступать к работе, давайте разберемся с принципом вязания данных следков. Изначально я вывязывала подошву нашего следка. И именно подошва регулирует размер вашей ножки. И после того, как мы с вами вывяжем вот эту подошву, мы набираем петли по контуру нашей заготовочки и продолжаем вывязывать следок. Далее вяжем 5 платочных дорожек, это наш подъем следка. Вывязываем мысочек и резиночку. В видео я все подробно рассказываю. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Не забываем подписываться на канал и поставьте лайк данному видео. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 8 петель. После того, как все петли набраны, приступаем к вязанию. Первый ряд. Первая кромочная петля снимается не провязывая. Далее все петли мы вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Начиная со второго ряда мы с вами будем делать прибавление петель. В каждом изнаночном ряду мы будем добавлять по 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее мне надо из одной петли вывязать 2. Сначала я провязываю за верхнюю правую стеночку, вывязываю одну лицевую петлю. Петлю с левой спицы я не сбрасываю. Теперь за нижнюю стеночку я провязываю также одну лицевую петлю. После этого петлю сбрасываю с левой спицы. 4 лицевые петли. Получается, не довязывая 2 петли до конца ряда. У меня на левой спице осталось 2 петли. Я также из вот этой первой петли провяжу 2 петли. Сначала за верхнюю стеночку вывязала первую петлю. Теперь за нижнюю стеночку вывязываю вторую петлю. Последняя кромочная у нас всегда вяжется изнаночной петлей. Далее вяжем третий лицевой ряд. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. В четвертом изнаночном ряду мы также будем добавлять 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее мне надо из одной петли вывязать 2. Сначала вывязываю петлю за верхнюю стеночку, затем за нижнюю стеночку вывязываю вторую петлю. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 2 петли. У меня на левой спице осталось 2 петли. Я из этой первой петли также должна вывязать 2. Сначала за верхнюю стеночку вывязываю одну петлю, теперь за нижнюю стеночку. И последняя кромочная. Пятый лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли мы вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Шестой ряд. Первая кромочная петля снимается, далее из одной петли я вывяжу 2. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 2 петли. У меня на левой спице остается 2 петли, я из этой первой петли также вывяжу 2. Первая петля и вторая. И последняя кромочная. Петли мы все с вами добавили. У меня сейчас на спице находится 14 петель. И далее нам надо обычным ровным полотном провязать длину нашей подошвы. Я вяжу мои следки на размер ножки 36. И для 36 размера соответствует длина стопы 23 сантиметра. Я от 23 сантиметров отнимаю 4 сантиметра на растяжение.
И у меня моя стопа должна получиться 19 сантиметров. Прибавление петель у меня 1,5 сантиметра. Примерно столько же будет на убавление петель. Поэтому я от 19 сантиметров отнимаю 1,5 сантиметра, это прибавки наши, и 1,5 сантиметра на убавление петель. В итоге обычным ровным полотном мне нужно провязать 16 сантиметров. Если посчитать по платочным дорожкам, вот этот наборный край мы с вами не считаем, мы с вами вывязали для прибавления петель 1, 2, 3 платочные дорожки. А обычным ровным полотном я буду вязать 31 платочную дорожку. Это 62 ряда лицевыми петлями. Но так как плотность вязания у всех разная, спицы, пряжа также могут быть разные, ориентируйтесь не на мои платочные дорожки, а на вывязанные сантиметры. Первый ряд я вяжу первую кромочную петлю, я снимаю, далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и изнаночные ряды мы вяжем так же, как мы вязали лицевой. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Получается, 2 ряда, которые я только что связала лицевыми петлями, это составили мне одну платочную дорожку. Встретимся, когда провяжем основную длину до убавления петель. Я вывязала мою подошву. Получается, как мы и рассчитывали, у меня сейчас должно получиться вместе с прибавками 17,5 сантиметров. После того, когда мы с вами вывязали обычным ровным полотном те сантиметры, которые мы с вами рассчитали, мы с вами начинаем убавлять петли. Петли убавляем так же, как мы с вами и прибавляли. По 2 петли в каждом уже будет лицевом ряду. Первый ряд убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее мне нужно провязать 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Мы с вами убавили 1 петлю. Далее вяжем все петли лицевыми, пока у нас не останется на спице 3 петли. У меня сейчас на левой спице 3 петли. Я первую и вторую петлю также провяжу вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Второй изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за правые верхние стеночки, и далее все петли я вяжу лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня сейчас на спице осталось 3 петли. Я первую и вторую петлю также провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Четвертый изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Пятый получается лицевой ряд, и нам с вами осталось убавить 2 петли. Получается, первая кромочная петля снимается, 2 петли вяжем вместе одной лицевой, и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня вот в самом конце осталось 3 петли, я также провязываю 2 петли вместе. Одной лицевой, последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Шестой изнаночный ряд, кромочную петлю я снимаю, далее вяжу все петли лицевыми, последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Мы с вами сделали все убавления петель, и у меня сейчас на спице находится 8 петель, так же как мы с вами и начинали с 8 петель. Подошва наша готова. Если померить в сантиметрах, у меня моя подошва получается 19 сантиметров, как я и рассчитывала. У вас это будет другое число,
которые вы рассчитывали для своего размера ножки. И после того, как мы с вами вывязали всю подошву, мы с вами сейчас будем набирать петли по контуру нашей заготовки. Так как у нас лицевая и изнаночная сторона одинаковые, выбирайте, какая у вас будет лицевая, а какая изнаночная. Считаем, сколько у вас полоточных дорожек получилось в вашей заготовке. Первую вот эту вот наборный край не считаем. И вот этот край, который находится на спице, я также не буду считать. Получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. С одного края у меня 8 петель, с другого края у меня также будет поднято 8 петель. С одной стороны 36 петель, как мы с вами и посчитали, и с другой стороны 36 петель. Получается, из каждой кромочной петли мы будем поднимать по одной петле. Здесь можете далее вязать либо чулочными спицами, либо, если у кого есть, спицей на леске. Я буду продолжать вязать спицей на леске этого же диаметра 3,5 мм, длиной 40 сантиметров. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжу все петли, это получается 7 петель лицевыми. Последняя также вяжется лицевой. С помощью крючка я буду вводить крючок в каждую кромочную петлю за 2 дужки, подхватываю свою рабочую ниточку, и у меня вот получилась одна поднятая петля на крючке. В следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, и у меня уже 2 петли. И таким образом я должна поднять 36 петель в моем случае. У вас это будет то количество петель, сколько вы провязали в своей заготовке платочных дорожек. После того, как мы поднимем все 36 петель на крючок, я вот эти вот петли перенесу на мою рабочую спицу. Я подняла все 36 петель по этому краю. И теперь мне надо поднять 8 петель, где мы набирали петли. Таким же способом вводим крючок в кромочную петлю, подхватываем рабочую ниточку, и получается одна поднятая петля. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот я подняла все 8 петель. Далее эти петли я перенесу на мою рабочую спицу. И нам осталось поднять петли вот с этого края. У меня это будет также 36 петель. Поднимаю их таким же способом. Ввожу крючок в кромочную петлю за 2 дужки, подхватываю рабочую ниточку и поднимаю по одной петле. Вот первая петля, 2, 3, 4 и так далее. После того, как я, получается, подниму все 36 петель, я также перенесу эти петли на мою рабочую спицу. Я подняла все петли. У меня вот эта вот часть состоит из 8 петель. Я сейчас провяжу 4 петли, чтобы начать вязать посередине. 4 петли лицевыми петлями. И сейчас мы с вами будем начинать вязать. И вот этот вот стык, когда мы будем менять изнаночные и лицевые петли, будет идти как раз посерединке. Можно сейчас вот повесить маркер. Он означает начало ряда. Мы будем сейчас вывязывать подъем слитка. Подъем у меня состоит из 5 платочных дорожек. Если посмотреть на готовом слитке, 2 платочные дорожки идут фиолетовым цветом, 2 платочные дорожки идут вот желтеньким цветом, и 1 платочная дорожка идет фиолетовым цветом. Вот эта вот следующая дорожка, это уже не к подъему относится. Именно вот эти вот 5 платочных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5. Первый ряд вяжем все петли изнаночные. Смотрите, если в некоторых местах вам неудобно вязать на круговой спице, можете делать вот такую вот петельку из лески и продолжаем вязать. Таким образом, довязываем весь ряд до конца, все петли изнаночные. Встретимся в начале второго ряда.
Я провязала весь ряд, получается, изнаночными петлями до начала следующего ряда. Он у нас обозначен маркером. Маркер перебрасываю. И теперь, получается, второй ряд я вяжу все петли лицевыми. Далее также вяжем все петли лицевыми полностью весь ряд до нашего маркера. Встретимся в начале третьего ряда. Я довязала второй ряд, все петли лицевыми, далее маркер перебрасываю. И третий ряд мы вяжем так же, как и первый, все петли изнаночные. И получается, таким образом довязываем третий ряд до конца самостоятельно. Все петли вяжем изнаночные до нашего маркера. И после того, как мы с вами провязали 3 ряда по кругу, мы сейчас присоединяем ниточку желтого цвета и 4 ряда провяжем ниточкой желтого цвета. Вот эту вот фиолетовую нить можете не обрывать. Мы еще этой фиолетовой нитью провяжем после желтого 2 ряда. Прикладываем ниточку желтого цвета, никакие узелочки мы не делаем. Маркер, получается, перебрасываем. И далее уже будем продолжать вязать нитью желтого цвета. И мы должны следующий ряд провязать все петли лицевыми. Таким образом, каждый самостоятельно вяжет до конца, то есть до нашего маркера, весь ряд. Я, получается, довязала 4-й ряд, либо первый ряд ниточку желтого цвета до конца ряда, либо до нашего маркера. Вот эти вот все кончики, которые нам не нужны, мы прячем самостоятельно по изнаночной стороне. Далее я перекрещиваю вот эти вот 2 ниточки, одну фиолетовую, вторую желтую. Желтую накладываю наверх и перекручиваю вот так вот с фиолетовой. И далее, получается, продолжаю вязать ниточкой желтого цвета. Благодаря этому у нас не будет образовываться сильно большой протяжки фиолетовой ниточкой. Маркер я перебрасываю, ниточки все подтягиваю, чтобы в этом месте никаких дырочек, ничего не образовывалось. И далее следующий у нас по счету идет 5-й ряд, либо 2-й ряд ниточкой желтого цвета. Я провязываю все петли изнаночными. И вот таким вот образом довязывайте ряд до конца самостоятельно, то есть до нашего маркера. Все петли изнаночные. Маркер перебрасываю, перекручиваю вот эти вот 2 ниточки. И этот 6-й ряд мы вяжем все петли лицевыми. Получается, вот таким образом довязываем ряд до конца самостоятельно. Все петли лицевыми. Встретимся, когда мы довяжем до маркера. Обратно перекручиваем 2 эти ниточки, желтую набрасываем на фиолетовую. Вот таким вот образом. Маркер наш перебрасываем. И сейчас у нас по счету, получается, идет 7-й ряд, либо 4-й ряд ниточка желтого цвета. И мы этот ряд провязываем все петли изнаночные. Получается, вот таким образом довязываем ряд до конца самостоятельно. Далее, получается, обрезаем нить желтого цвета, кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Эта нить нам больше пока не нужна. Перебрасываем маркер, поднимаем нашу фиолетовую нить, которую мы оставляли. И теперь 2 ряда мы провяжем нитью фиолетового цвета. 8-й ряд. Вяжем все петли лицевыми. Таким образом, довязываем ряд до конца самостоятельно. Это у нас будет 8-й ряд. 9-й ряд мы вяжем также нитью фиолетового цвета, все петли изнаночные. Встретимся, когда провяжем 2 ряда нитью фиолетового цвета. 1 ряд лицевой, 2-й ряд изнаночный. Мы провязали, получается, с вами 2 ряда самостоятельно ниточкой фиолетового цвета. И мы на этом вывязали наш подъем. Получилось 5 платочных дорожек. 2 платочные дорожки фиолетовым цветом, 2 желтым и 1 также фиолетовым. После того, как мы вывязали вот эту вот последнюю фиолетовую платочную дорожку, мы ниточку фиолетовую обрываем. Прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Это будет наша пяточка.
И будем сейчас возвращаться к мыску. Вот это вот получается наш мысок. Будем начинать вязать с этого места мысочек вверх. В сантиметрах наш подъем примерно составил 3 сантиметра. Ширина моей подошвы примерно вот 8 сантиметров. После того, как мы обрезали с вами нить фиолетового цвета, нам нужно переснять на спицу вот эти вот 4 петли вот этой вот задней части и 36 петель вот этой вот части. Получается, на правую спицу вот первая, вторая, третья, четвертая. И также мне надо переснять 36 петель. У кого-то это будет другое количество петель. И сейчас мы вот эти вот центральные 8 петель будем вязать вместе. Будем вывязывать мысочек наш. Мы будем мысок начинать вывязывать с 8 петель и в каждом ряду добавляя по одной петле. Присоединяю ниточку, никаких узелочков я не завязываю, просто этот кончик потом спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. И провязываю 8 лицевых петель. Мы переворачиваем наше вязание, ниточка рабочая находится перед работой. И обратно вяжем эти 8 петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая. И далее вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Переворачиваем наше вязание и начиная вот уже с третьего ряда добавлять будем в каждом ряду по одной петле. Первую кромочную петлю я снимаю, далее идет вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и добавляем одну петлю, девятая. У нас уже наш мысочек состоит из 9 петель. Переворачиваем вязание. Первую петлю я, получается, снимаю. Далее провязываю 8 лицевых петель. И с этого края мы добавляем одну петлю. Она у нас уже получается 10-я. Провязываем лицевой. Наш мысочек состоит из 10 петель. И таким образом мы будем с вами добавлять петли до 14 петель. Переворачиваем вязание и в этом ряду мы добавляем еще одну петлю. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее у нас получается 9 лицевых петель. 11 петлю добавляем с этой боковой части. Провязываем ее лицевой. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Ниточку никуда эту рабочую не перекручиваем. Она у нас остается на лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее, получается, провязываю уже 10 лицевых петель. Если вместе с кромочной у нас получается, мысочек наш состоит из 11 петель. И далее 12-ю петлю мы добавляем с вот этой вот боковой части, провязываем ее лицевой. Следующий ряд, первую кромочную петлю мы снимаем, далее вяжем 11 лицевых петель. Вместе с кромочной у нас мысочек состоит из 12 петель уже. 13-ю петлю мы добавляем с боковой части, провязываем ее лицевой. И нам осталось добавить с вами 14-ю последнюю петлю. Первую снимаем, далее получается 12 лицевых петель. И 14-ю петлю добавляем с боковой части. Все получается, мы добавили все 14 петель мыска. И вот эти вот 14 петель будем вязать далее. Петли уже у нас добавляться не будут. Но мы будем поднимать вот эти вот петли по краю. Если посмотреть на готовом цветке, мы с вами вывязали вот эти вот платочные дорожки. И сейчас мы с вами будем вывязывать именно вот эту вот сову. 9-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 1 изнаночная петля. И далее 10 лицевых петель. Одну изнаночную петлю. Далее вешаем первый мой маркер. И сразу после вот этого маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Так мы вяжем, получается, наши лицевые ряды. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю. И далее провязываю 12 изнаночных петель.
После того, как мы с вами провязали вот эти 12 петель, я вешаю второй мой маркер. И сразу после маркера нам нужно провязать 2 петли вместе одной лицевой петлей. Таким образом мы будем с вами вязать изнаночные ряды. Давайте еще раз повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер перебрасываю. Сразу после первого маркера мы вяжем 1 изнаночная петля, 10 лицевых. Далее 1 изнаночная петля, маркер перебрасываем и сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной петлей за верхние стеночки. Переворачиваем наше вязание. Рабочая ниточка находится за работой. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю и далее провязываю 12 изнаночных петель. Далее перебрасываю второй маркер и после второго маркера я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом нам нужно провязать еще 2 ряда самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, 1 изнаночная, 10 лицевых, 1 изнаночная. Маркер перебрасываю, сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Это мы вяжем лицевой ряд. В изнаночном получается ряду первую петлю кромочную снимаю, маркер перебрасываю, далее 12 изнаночных петель, маркер второй перебрасываю и сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей. Встретимся, когда провяжем 2 ряда самостоятельно, 1 лицевой, 2 изнаночный. После того, как мы с вами самостоятельно провязали 2 ряда, вот таким вот образом выглядит наш мысочек. И далее у нас по счету идет 15 ряд. И в 15 ряду мы будем делать первое перекрещивание петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю и сразу после маркера я вяжу 1 изнаночная. Далее получается мы должны 3 петли снять на дополнительную спицу и оставить их за работой. Далее с основной моей спицы я провязываю 2 лицевые петли, первая и вторая. Беру дополнительную спицу и вот эти вот 3 петли, которые мы оставляли за работой, мы их сейчас провязываем также лицевыми. Первая, вторая и третья. Далее на дополнительную спицу я снимаю уже 2 петли и оставляю эти петли перед работой. С основной спицы мне нужно провязать 3 петли лицевыми. И теперь берем вот эту дополнительную спицу и 2 петли с дополнительной спицы мне также надо провязать лицевыми. Первая петля и вторая. Далее мы вяжем 1 изнаночная петля, маркер перебрасываем и сразу после второго маркера, так как это у нас лицевая сторона, мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной. Переворачиваем наше вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю и далее провязываю 12 изнаночных петель. Далее перебрасываю второй маркер и сразу после второго маркера, так как это у нас изнаночная сторона, мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. Если посмотреть на готовом следке, мы с вами сделали вот это вот перекрещивание. И далее нам нужно провязать тело совы. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, далее вяжу 1 изнаночная петля, 10 лицевых. Одна изнаночная, маркер второй мой перебрасываю, сразу после второго маркера, так как это у нас лицевая сторона, провязываю эти 2 петли одной изнаночной. Переворачиваю наше вязание, первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю и далее провязываю 12 изнаночных петель. Второй маркер перебрасываю сразу после второго маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом мы с вами еще должны провязать 12 рядов, чередуя лицевой и изнаночный ряд.
Если по счету, мы с вами провяжем самостоятельно с 19 по 30 ряд. Я провязала, получается, 12 рядов самостоятельно. И у нас сейчас по счету идет 31 ряд, и в этом ряду мы с вами будем делать перекрещивание петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и сразу после маркера я провязываю 1 изнаночная петля. Далее 3 петли снимаю на дополнительную спицу и оставляю их за работой. С основной спицы провязываю 2 лицевые петли. Теперь с дополнительной спицы провязываю 3 петли также лицевыми. Первая, вторая и третья. Теперь сразу же снимаем на дополнительную спицу 2 петли и оставляем эти 2 петли перед работой. С основной спицы я провязываю 3 лицевые петли. Первая, вторая и третья. Далее беру мою вспомогательную спицу и провязываю с этой спицы 2 петли. Первая петля и вторая. Далее идет 1 изнаночная петля, маркер перебрасываем. И сразу после второго маркера, так как это у нас лицевая сторона, мы провязываем 2 петли вместе 1 изнаночной. Мы с вами вывязали 31 ряд. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем 32 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю и далее вяжу 12 изнаночных петель. Далее перебрасываем второй маркер и сразу после второго маркера я провязываю 2 петли вместе 1 лицевой, так как это у нас изнаночная сторона. Мы с вами вывязали все тело совы. Осталось связать, получается, нам голову. Теперь также самостоятельно, получается, вяжем 6 рядов, чередуя лицевой и изнаночный ряд. Мы, получается, с вами провязали 6 рядов самостоятельно, чередуя лицевой и изнаночный ряд. И сейчас по счету у нас идет 39 ряд, и в этом ряду мы будем с вами делать уже 3-е наше перекрещивание петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, далее 1 изнаночная петля. На вспомогательную спицу снимаю 3 петли и оставляю их за работой. С основной спицы провязываю 2 лицевые петли, первая и вторая. Далее беру мою вспомогательную спицу и вот эти вот 3 петли, которые мы оставляли, также провязываю лицевыми. Первая, вторая и третья. Далее сразу же снимаю 2 петли на вспомогательную спицу и оставляю их уже перед работой. С основной моей спицы провязываю 3 лицевые петли. Беру вспомогательную спицу и провязываю со вспомогательной спицы 2 петли, которые мы с вами оставляли. Первая и вторая. После того, как мы с вами сделали все наши перекрещивания, вяжем 1 изнаночная петля, маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе 1 изнаночной, так как это у нас лицевая наша сторона. Мы с вами сделали 3-е перекрещивание. 40 ряд. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Перебрасываю первый маркер и далее провязываю 12 изнаночных петель. Далее перебрасываю второй маркер и провязываю после второго маркера 2 петли вместе 1 лицевой. 41 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер перебрасываю. 1 изнаночная петля, 1 лицевая. Далее провязываем 8 изнаночных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7 и 8. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная, маркер перебрасываем. И сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе 1 изнаночной петлей. И сейчас мы с вами уже не переворачиваем петли, а будем продолжать вязать по кругу.
Получается, вот эти вот все петли мы вяжем лицевыми. И далее получается таким образом мы вяжем все вот по кругу петли лицевыми, не довязывая маркера, у нас осталось 2 петли. Мы, получается, провязали все петли лицевыми, и у нас до маркера осталось 2 петли. 41 ряд, получается, на этом закончился. Приступаем к вязанию 42 ряда. Изначально мы с вами провяжем 2 петли вместе в начале 42 ряда одной изнаночной петлей. Маркер перебрасываем. Далее после маркера вяжем 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 8 изнаночных петель. После того, как мы с вами вывязали 8 изнаночных петель, мы вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная петля. Далее перебрасываем маркер. Здесь уже убавления мы не делаем, так как мы сделали в начале ряда с вами убавку. И провязываем вот эти вот все петли изнаночными, не довязывая уже одну петлю до маркера. Вот таким вот образом довязываете ряд до конца самостоятельно. У нас вот осталась 1 петля до маркера. Приступаем к 43 ряду. 1 изнаночная, маркер перебрасываем, далее провязываем 2 еще изнаночные петли, 8 лицевых, 2 изнаночные, маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной. Далее все петли мы провязываем лицевыми, не довязывая одну петлю до маркера. Вот таким вот образом. Я провязала 43 ряд, и у меня до маркера осталось 2 петли. Я ниточку фиолетового цвета обрезаю и буду сейчас продолжать вязать нитью желтого цвета. Вот этот кончик фиолетовой нити прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Получается, я сейчас желтой нитью в первом ряду убавлю необходимые мне петли, чтобы легли все остальные петли хорошо в узор. А начиная со второго ряда желтой ниточкой я буду вывязывать вот эту вот резиночку. У меня сейчас на спице находится 53 петли. Раппорт нашей резинки составляет 3 петли. Но 53 петли много для резинки манжета. Я буду убавлять петли до 45. Если у вас ножка поплотнее и вы хотите побольше петель оставить на вот эту вот резиночку, можете прибавить еще 3 петли. Только чтобы ваше вот это вот количество было кратное 3. Получается 53 петли, которые у меня сейчас находятся на спице. У вас это может быть другое количество петель. Я отнимаю 45 петель, которые мне нужно получить перед тем, как вывязывать, начать резинку. И получается, мне нужно сейчас вот здесь, в этом первом ряду, убавить 8 петель. Вы убавляете то количество петель, которое вам необходимо. Прикладываю ниточку желтого цвета. Никаких узелочков я не делаю. Просто потом этот кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первые 2 петли я провяжу одной изнаночной. И как раз мы убавим с вами 1 петлю. Маркеры нам пока что не нужны, мы их снимаем. Далее провязываю мысок без убавления петель. 12 лицевых петель провязываю. Я довязала до второго маркера, маркер я убираю пока что. Далее провязываю 2 петли вместе, одной лицевой за нижние стеночки. Затем провязываю 4 лицевые петли. И далее также провязываю 2 петли вместе, одной лицевой. Это уже у нас получается третье наше убавление. 4 лицевые петли.
Далее обратно 2 петли вместе одной лицевой. 4 лицевые. Убавляем пятую петлю, провязывая 2 петли вместе одной лицевой. 4 лицевые петли. Убавляем шестую петлю, провязывая 2 петли вместе одной лицевой. И нам с вами осталось убавить 2 петли. Провязываем 4 лицевые, 2 петли вместе, 4 лицевые, 2 петли вместе одной лицевой. И у нас осталась последняя петелька, мы ее также провязываем лицевой. Мы с вами убавили, получается, 8 петель, и у меня сейчас на спице находится 45 петель. И начиная со следующего ряда мы с вами будем вывязывать рисунок нашей резиночки. Раппорт узора в высоту состоит из 2 рядов, в ширину из 3 петель. Ниточки все подтягиваем, приступаем к вязанию первого ряда нашей резинки. Провязываем 2 изнаночные петли, 1 лицевая. Данные 3 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем: 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные петли, 1 лицевая. И таким образом раппорт узора из 3 петель довязываем до начала ряда. Вот здесь вот в начале ряда, где мы начинали вывязывать наш раппорт, я вешаю маркер, чтобы хорошо было заметно, где начался наш ряд. Встретимся, когда провяжем полностью весь ряд, то есть до нашего маркера. Повторяю данный раппорт узора: 2 изнаночные петли, 1 лицевая. Мы с вами провязали первый ряд раппорта узора нашей резинки. Для манжета перебрасываем маркер и приступаем ко второму ряду. И второй ряд мы вяжем все петли лицевыми. Только смотрите, вяжите за правые стеночки, чтобы петли у нас не получились перекрученные. Довязываем таким образом до маркера, то есть до конца ряда. Я провязала второй ряд, получается, до нашего маркера. И мы с вами вывязали раппорт узора данной резиночки в высоту, состоящий из 2 рядов. Далее я буду вязать еще, повторяя вот эти вот 2 ряда, 8 рядов, чередуя первый ряд и второй ряд. Первый ряд, как мы помним, 2 изнаночные, 1 лицевая раппорт узора. Второй ряд вяжем все петли лицевыми. 2 ряда мы с вами вместе провязали, 8 рядов так мы с вами провяжем, чередуя эти 2 ряда самостоятельно. В итоге у нас получится провязано 10 рядов. Если померить сантиметром на готовом слитке, примерно моя резиночка 2,5 сантиметра. Если вы хотите больше данную резиночку, вяжите больше рядов, нежели чем у меня. Я буду мою резиночку вязать, получается, 10 рядов, это 2,5 сантиметра. Встретимся, когда вывяжем, получается, вот эти все 10 рядов и будем приступать к закрытию петель. Я провязала самостоятельно резиночку. Один раппорт, состоящий из 2 рядов, мы с вами вместе провязали. Далее 8 рядов, это получается 4 раппорта в высоту, мы провязали каждый самостоятельно. Если померить в сантиметрах, моя резиночка, как я и говорила, примерно 2,5 сантиметра. И далее я буду закрывать петли. Первую петлю я провяжу лицевой, вторую также я провяжу лицевой. Теперь первую петлю набрасываем на вторую и спускаем. Мы с вами закрыли одну петлю. Следующую петлю провязываем лицевой, теперь первую петлю набрасываем на вторую и спускаем. Закрыли вторую петлю. И таким образом мы с вами закрываем все петли. Сильно край вот этот не затягивайте. Встретимся, когда закроем все петли по кругу. И у нас останется вот такая одна открытая петля на спице. После того, как у нас осталась одна открытая вот такая петелька на спице, кончик нити обрезаем. И далее, получается, этот кончик продеваем в петлю и затягиваем. Далее вот эти вот все ниточки мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно.
После того, как мы с вами спрятали все кончики, у нас вот такой вот результат получился. Осталось только вышить глазки и носик. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.